Добрый день, уважаемые пчеловоды! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня, 16 декабря, наши пчелки зимуют. Как мы уже выяснили из предыдущих видео, семьи пчел сейчас без особых проблем проводят зимовку. Пусть они зимуют, а мы время тратить зря не будем. И ответим на некоторые вопросы подписчиков. Мне показался вопрос очень интересный и важный, особенно для начинающих пчеловодов. Как можно быстро за сезон увеличить пасеку? Надо сказать, что отработано несколько надежных методов увеличения пасеки. Семьи пчел в естественных условиях размножаются роением. Есть немало пчеловодов, которые увеличивают пасеку за счет раев, развешивают ловушки для раевни, для раев, и таким образом постепенно увеличивают число семей за счет именно раев, которые они поймали. Естественно, эти раи неизвестного происхождения. Однако у данного типа размножения есть несколько недостатков, как бы не нравилось пчеловоду ловить эти раи. Естественное роение возникает стихийно. Пасечник, пчеловод слабо контролирует роящуюся семью. Раи, во-первых, сложно поймать. На это нужно время контролировать. Они часто улетают далеко от пасеки и не возвращаются. В общем, много проблем. А если роение попадает на период сбора меда, то пчеловоду уже трудно будет увеличить продуктивность пасеки, и она, конечно, становится ниже, чем обычно. Если пойман рой неизвестного происхождения, то пчелы, возможно, и больны. И неизвестно, какой породы эти пчелы. Таким образом, естественно, роение не позволяет увеличить объемы пасеки в короткие сроки, и они, в принципе, ущерб наносят и пчеловоду, и медосбору. И чтобы не допустить подобных последствий, пчеловоды увеличивают объемы пасеки искусственными методами. Об этом мы поговорим. Практическим путем было определено несколько методов искусственного увеличения пчелосемей. И вне зависимости от выбранного метода процесс размножения надо начинать до роения. Прежде чем семьи наберут большую силу и войдут в роевое состояние, пчеловоду нужно уже начинать к этому процессу выделения семей, надо начинать. И когда наберут определенную силу семьи, нужно смотреть, чтобы они не вошли в роевое состояние. Какие это методы есть у пчеловодов увеличения пасеки? Я считаю, что один из самых таких приоритетных, во всяком случае, я так думаю, это первый метод формирования отводков. Многие пчеловоды знакомы с таким методом. Мы сегодня об этом и поговорим. О других методах мы поговорим уже в следующих видео. Сегодня мы будем говорить об этом методе формирования отводков. Какие еще методы есть? Еще метод есть деление семьи на две части. Есть такой метод. Метод есть еще налет на матку. Есть метод формирования пчелосемей, и увеличить можно пасеку из нуклеусов. Это тоже будет своеобразный метод. Еще, конечно же, такой метод, как увеличение
и расширение пасеки за счет пакетов. Тоже такой метод. Мы тоже об этом поговорим, в следующих видео. Если расширять пасеку за счет собственных ресурсов пасеки, то, наверное, самый распространенный метод, как я уже говорил, и считаю так, это формирование отводков. Вот сегодня мы об этом будем говорить. Отводки пчелосемей формируют в отдельном улье или корпусе. И тут надо разделить на два вида, можно сказать так, методы, подвиды формирования отводков. Это индивидуальные отводки и сборные отводки. Для формирования индивидуальных отводков нужно, чтобы семьи были подготовлены, сильные семьи, чтобы расплода было не менее 8 рам разновозрастного расплода. Тогда получатся хорошие отводки и не ослабнут основные семьи. Забирают от такой семьи до 3 рамок расплодных, причем расплод должен быть закрыт, и желательно, чтобы он был на выходе. Надо такие рамки подбирать. А где делают много таких отводков, есть пасеки большие, пчеловоды стараются, бывает так, что отвозят на другое место, километров за 5 от пасеки. Почему они это делают? А это для того, чтобы пчелы не могли найти дорогу домой. И эти пчелы, не только молоденькие, но и летные пчелы, они остаются в этой семье. Эти отводки не ослабевают, и за счет расплода, и за счет летных пчел быстро растут. По силе и работоспособности они не отстают от раев, такие вот отводки. И если от основной семьи отводки эти сделать в начале мая, то такой отводок, по своей работе и по силе не отстанет от роя. И к концу сезона соберет довольно значительное товарного меда. Если вы задались целью интенсивно расширять пасеку, то можно от этого уже отводка, когда он наберет силу, вот мы уже говорим от этого отводка, сделать еще отводок. Тогда не получится товарного меда. Но эти семейки будут готовы перезимовать и обычно хорошо перезимовывают. Вот. Если отводки не перевозить, и они остаются на пасеке, вот как мы делаем на своей пасеке, то летные пчелы слетают в основную семью. В отводке остаются только молодые пчелы. И такой семейке надо время, чтобы она была полноценной по составу. Товарного меда пчелы соберут, конечно, но намного меньше, чем те отводки, которые перевозятся. Зимуют такие отводки хорошо. Мы это говорили об индивидуальных отводках. Но, как я сказал, что есть еще сборные отводки. Мы об этих отводках поговорим в следующих видео, и я вам буду показывать, как делаются сборные отводки. Но сейчас я вкратце скажу, что они отличаются от индивидуальных отводков тем, что сборная отводка переносится расплодные рамки из разных семей, не только от основной семьи. А вот пчелы берутся от основной семьи, а рамки расплодные могут браться от разных семей. Вот почему они называются сборные отводки. Сейчас я вам расскажу вкратце, как я делаю отводки на своей пасеке. А видео вы тоже посмотрите. Процесс формирования отводка у нас состоит в том, чтобы из основной семьи в новое гнездо, то есть поставим рядом корпус, мы подбираем и переносим 3 рамки с закрытым расплодом на выходе и сидящими на них пчелами. Мы переносим и 2 рамки с кормом,
также сидящими на них пчелами, сюда же и переносится плодная матка из основной семьи. Вот сейчас вы посмотрите, как это мы делаем. Вот я вам покажу видео. Вот начинаем работать. Потихонечку открываем. И все это мы предусматриваем. И рамочки надо подобрать с плодом закрытым на выходе. И маточку найти. И все это нужно одновременно все это держать. Вот эти обстоятельства держать и работать вот так. Сдвигаем рамочки и холстик придерживаем, прикрываем. Поднимаем крайнюю рамку. Она должна быть медовая с медом. Ну вот, рамка, естественно, тяжелая, с медом. Даже уже начинают пчелки закрывать. Она вот медовая крайняя. Вот эту рамку мы переносим в отводок. Медовую рамку первую. Обычно мы ее не смотрим. Там маточка, ну, очень редко бывает. За всю жизнь, наверное, мою практическую пчеловодную 2 раза только встретил на этой рамке маточку. Следующая. Вот, видите, какая рамка? Вот, наше терпение награждено. Вот они выходят, пчелки. Придержи. Придержи. Так, вот они, пчелки, выходят. Сейчас посмотрим. Вот, пчелка выходит, видите? Вот, выходит пчелка. Она видно хорошо. Вот она усиками там шевелится. Значит, эта рамка, видите, я вам показываю, что посередине уже, и здесь внизу тоже выходит. Вот пчелка, и вот выходит пчелка. То есть, эта рамка очень исключительно хорошая. Выходит, а здесь уже часть вышла. То есть вот такую рамку надо подбирать. Мы ее, так, еще раз посмотрим, чтобы не пропустить маточку. Так, быстренько посмотрим и ставим ее в отводок. Так, поставили. Ничего не прикрываем мы там. Мы не найдем маточку. Такое иногда бывает. Мы сразу идем в тот отдел, где открытый расплод. Обычно там мы ее пропускаем. Она там находится. Вот матка. Нашел матку. Держи, держи, держи. Вот я ее где нашел. Видите, одним глазом. А вот и маточка ходит. Посмотрите. Вот она какая. Красавица. Видите? Вот она даже и не волнуется. Она ищет место, где положить яйцо. Понимаете? Вот что значит теплая погода. Вот какая матка. Длинная. Все это у нее красивая. Так, ну вот здесь. Ну, конечно, яйца. Здесь она работает. Она даже и не беспокоится, то, что мы тут работаем. Так, вот эта рамка, которая была, тоже хорошая. Видите, закрытый. Вот, и уже тут немножко начинает выходить. Она тоже пойдет сюда. Значит, мы сейчас подготовим этот отдел. Перенесем кормовую. Перенесем кормовую. Так, что у нас тут? Да, это кормовая будет у нас. Кормовая здесь. И перга, и мед. Эту мы убираем. Ставим сушь с водичкой. Закрываем планочками. То есть готовим место. Сейчас маточку перенесем. Так, смотрите, я открываю улочку. Как я делаю? Открываю улочку, беру
маточку. Вот я ее взял. Вот я ее взял и в улочку пускаю. И пальчиком придерживаю, чтобы она не вышла с улочки. И посмотрел, проследил, как она пошла. Вот она внутрь туда пошла. Все, спокойно. Пчелки ее провожают. Ну вот так мы начинаем формировать отводок. Но я хочу дополнить. Обязательно, дополнительно стряхиваются пчелы с 2-3 рамок, поскольку летные пчелы слетят в старый улей, а там уже в отводке останутся молоденькие. 6-я кроющая рамка суши, куда наливается немного воды. Нужно ставить такую рамку суши. После этого гнездо в отводке тщательно утепляется. Литок закрывается на проход одной пчелы. Почему? Потому что молоденькие пчелы, их там мало, и расплод должен сохраняться, согреваться. Поэтому нет смысла делать большую вентиляцию. Достаточно им будет вентиляции, если мы откроем литок на 2 прохода для прохода на 2 пчелы. Итак, когда в отводке уже имеются 1 рамка кормовая, 3 рамки с закрытым расплодом на выходе, то обязательно добавляем еще 1 рамку с кормом. То есть 2 должны рамки с кормом. Дело в том, что рабочие летные пчелы из отводка слетят, как я уже говорил, и останутся только молодые. Стать работницами и летать в поле за нектаром, водой, пыльцой смогут только через некоторое время, примерно через 5-7 дней. При дефиците углеводного и белкового корма семейка будет ощущать этот недостаток. И особенно ощущается этот недостаток, когда нет белкового корма. Ведь маточка будет ложить яйца, должен белковый корм быть. Если его не будет, матка прекратит яйцекладку. Развитие отводка, естественно, замедлится. В течение первой недели пчелы не смогут принести себе воды, поэтому необходимо для жизни пчелкам необходима водичка. Вот, и поэтому в 5-ю рамку мы ставим суши, и мы туда наливаем, то есть 6-я это будет рамка суши, и туда наливаем немного воды. И вот тогда они не будут, пчелки, страдать без воды. Вот, такой отводок уже сформированный примерно до начала летной уже деятельности будет биологически он неполноценным, конечно. Вот, он плохо, конечно, охраняется, у литка не хватает специальных пчел, поэтому вот я и говорил, что литок должен быть прикрыт. И если отводок будет правильно собран, вот, как я объясняю, то по мере выхода молодых пчел он будет довольно быстро развиваться. И яйцекладка матки будет постепенно возрастать, и отводок будет уже набирать силу. Ну вот, сегодня мы вот рассмотрели, как это я делаю и как вообще делать индивидуальные отводки. А в последующих видео мы покажем, какие методы расширения пасеки. Вот, и подробно мы расскажем об этих методах. Это уже в последующих видео. Так что на этом сегодня. До свидания, до скорой встречи. Заходите на мой канал, будет интересно. До свидания.